Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике утка, а именно придорожная микрокафешечка-забегаловка. На самом деле именно в таких местах я здесь предпочитаю есть, ну или заказывать с собой на вынос, потому что они в основном как раз-таки на это и специализированы, потому что у них очень мало посадочных мест. Ну а мы сегодня засядем и, считай, все меню у них попробуем. Вы знаете, на самом деле, приезжая во Вьетнам, нельзя обходить стороной как раз-таки вот такого плана места. Ну, либо места, где даже посидеть нельзя, а где торгуют просто стритфудом на вынос. Ну, потому что, приехав сюда и протусив, допустим, 10 дней, 2 недельки в курортной зоне, конечно, да, вы попробуете все в ближайших ресторанчиках, и тот же фо, например, и уточку, но поверьте мне на слово, это будет совершенно не то, что вы бы могли попробовать, приехав сюда в Пhan Thiet, например, от Муйне, это 15 минут на такси, и здесь где-нибудь, значит, найдя место, заказав себе стритфудной еды. Ну, либо, в принципе, можно воспользоваться такой доставкой Grab, например. Здесь, как у нас там Яндекс и всякие и прочее, здесь работает Grab-доставка, и вы просто набрали мне стритфудную вот такую-то вот еду. Окей, и вам привезли это в отель. Поверьте, это лучшее, что вы можете из стритфудного Вьетнама попробовать. По нескольким причинам. Во-первых, это очень недорого. Во-вторых, это очень вкусно. На самом деле, чтобы самому такой суп с уткой, который мы сегодня будем пробовать, приготовить самому, уйдет на это весь день. Утка должна долго вывариваться, потому она их заранее уже и отваренная. Здесь стоит, они ночью ее там ставят, вываривают. А потом тебе по-быстренькому ее собирают. Короче говоря, либо очень и очень долго готовить самому, либо приехать и попробовать. В рестиках ленятся. Рестики, вы знаете, как работают. Вечером закрылся, с утра открылся, из холодильника, что у тебя там готовое, достал, кинул, вот тебе суп с уткой. Нет, это не то. Его, считай, всю ночь надо готовить. Что ж, вот нам все и принесли. На самом деле, на все про все, вот сейчас ценники появляются, меньше 1000 рублей, что ли. Короче говоря, это достаточно смешно с точки зрения цен, но очень хорошо и богато с точки зрения еды. Уж мы с Ромкой вдвоем это точно все не съедим. Ну, потому что вот если одному вот эту порцию супа съесть, на этом все и заканчивается. Давайте мы с Романом тут поделимся, лапшички навалим. Кстати, я не знаю, что вот это. Есть ли у Романа соображения? Пока нет. Пока нет, я тоже не знаю. Ну и лапши немного. Для начала давайте сам бульон. Роман тоже себе потихоньку накладывай. У меня здесь уже все есть. Это мощный бульон и впечатление, что утка даже где-то грильная. Это интересно. Да, очень сильный, мощный запах жареного. Косточки. В меру мягкая. Неплохо, есть что погрызть. Да. Утка мягкая. А главное, так как вы же знаете, здесь все животные, начиная от курицы, заканчивая утятиной, это фитнес. Штуки, которые бегают на самовыпасе, то есть они эко, как сейчас говорят, да, или эко, не знаю, как там правильно произносить, но это то, что нужно. Лапша со стручками. Ребята, отвал башки. Я при этом не особенно-то и голодный. Я зачастую перед тем, как выезжать на обзор, что-нибудь дома перекушу. Чтобы как раз не налетать на еду, знаете ли, как с голодного острова. Нет, это реально просто само по себе круто.
При этом надо отметить, что это совершенно другой вкус, нежели вот стритфудный суп с уткой. Назовем его эталонным. Это совершенно другой. Здесь вот этот жареный вкус утятины, на мой взгляд, присутствует за счет обжаренного лучка. Вот он замешан, этот бульон, на жареном луке, и таким образом это совершенно отдельный интересный вкус. Мне очень нравится. Больше про это я ничего добавить не могу, кроме того, что это замечательная утка, мягкая, так как она фитнес, ее отваривали, и она, да, мягкая. Прекрасный бульон, отличная лапша. Я не знаю, что это, но это по типу картошка, мягонькая, на овощичку смахивает. Короче, приятный хрустящий овощ, ни больше, ни меньше. Вкусно, однозначно вкусно, а уж за эти деньги тем более. У нас здесь есть мусорное ведро специальное, вот если на заднем фоне вам видно, у каждого столика, наконец-то, есть малюсенькие мусорные ведра. Вот все туда. Пока Роман разбирается с супчиком, вот у нас есть отдельное блюдо, потому что другие они составные. Шея и голова утки. Здесь при этом, я так понимаю, что вот это язык. Ну, здесь у меня с Романом, к сожалению, поделиться не получится. Вот у него есть косточка внутри. Вы уж извините за такой вид, но руками едят. Утиный язычок. Жирно, мощно. На самом деле, если любите жирок, вот всякие, знаете, свининку, там, грудинка, вот это тоже зайдет. Вот эта башка утки почищенная от всего лишнего на самом-то деле. Тут исключительно уже мясная составляющая. Во. И все, вот косточка. Я продолжаю грызть шею утки. Это отдельное у нас блюдо. Это именно, что вот так вот посидеть погрызть, если захотел. Роман, по поводу супчика. Мне суп тоже очень понравился. И намного больше, чем стандартный суп с уткой, который здесь везде есть в стритфуде. Потому что бульон не такой жирный, он более нежный, более такой, ну так скажем, для ежедневного употребления прям намного более приятный мне подходит. Я знаю, и менее сладкий. И да, вот то, что я хотел сказать, то, что сахара вообще не чувствуется. А я был уверен, что я буду есть опять концентрат сахара, но нет. Вот они молодцы, здесь никакого сахара, нет столько количества жира, как обычно бывает. И есть какая-то приправа, которая делает вкус как будто бы жареного мяса. И опять же вот утка, это не бройлерная какая-то, да, а очень с насыщенным вкусом утиным. То есть прямо мясным утиным вкусом. То, что она где-то там бегала и питалась чем-то правильным. Ну, скорее плавала и питалась тем, что, значит, ей попадется. Потому что зачастую здесь утки кормятся на местных водоемах. То есть, если у тебя утиная какая-то, значит, ну, не назову это ферма, но, например, вот мы дома уток держим, то, соответственно, они у нас в вольерчике, но периодически, когда дождик пройдет, когда там с дамбы спускают воду и так далее, у нас мелиоративные каналы наполняются водой, и мы просто уточек туда выпускаем, вот они там всяких рачков, жучков, там что им попадется, трава новая, поросль какая-то, вот они все это подъедают, на рисовые поля ровно так же их выпускают. Так что, короче говоря, утка на свободном выпасе. Вкусная ли эта утка? Замечательная, особенно если ее предварительно отварили некоторое время, и она стала помягче. Короче говоря, шейку я здесь уже тем временем тоже попробовал. Сейчас Роман это сделает. Голову мне понравилось, как они разделали. Такое впечатление, что здесь даже несколько голов. О, а здесь можно мозги выковырять. И на мой взгляд, для интереса и именно мясного составляющего эта шея тоже классная, потому что здесь вы видели маленькая, просто вот позвоночничек, вот этот тоненький внутри остается. Я пока повыковыриваю мозги, а Роман, налетай. О. Вот так. Кстати, да, на вкус ровно те же самые мозги, которые мы пробовали и у козы, и у свиньи, и прочее. Это что-то типа глаза.
И вот здесь вот еще мяско погрызть с бочков. Щечки утиные. Необычно. Да, необычно. Кто-то, кто привередничает, например, там, как я, зачем мозги буду выковыривать, какие-то глаза есть. Ну, ребят, ну, значит, не надо заказывать шею и так далее. Для вас существуют, например, более понятные части утки. Это приложение к каше, которое будет следующим блюдом. А вот это у нас блюдо каша с уткой. Опять же, зажаристый лучок, также свежий лучок, черный перец и обычное вот это вот, да, на меня ругались, что я называю это супом. Ну, это да, супчик, кстати, это кровище. И да, это везде кусочки кровищи уже сделанные. Но у меня на самом деле была не такая густая, у меня все-таки действительно шаг навстречу супу был. Окей, у каждого свое мнение. Что интересно, это у тебя отдельно. Мясная составляющая, да, подается вот так вот, которую ты можешь есть как раз-таки с острым соусом. Заценим хороший, прям филейный кусочек утки с этим соусом. Утка мягкая. То, что я достаточно долго жую, говорит не о том, что она, допустим, жесткая, а о том, что это большой кусок мяса. Ты насколько бы мягкий кусок мяса большой не взял, его придется тебе некоторое время пожевать. Это супер мягкая, классная вещь. Абсолютно замечательный соус. Чесночно, слегка острый, лаймовый, опять же. Короче говоря, их собственный какой-то замес, который мне очень нравится, и он к мясу шикарно подходит. Что же касается самой кашки. Очень много травы, кинза, жареный лучок, это все понятно. Что еще присутствует? Как будто бы какая-то, опять же, зажаренность. Это однозначно вкусно. Ну, вы сами видите, впрочем, для того, чтобы распробовать, я уже третий раз такой пробую, не знаю, как описать этот вкус. Это отличная кашка, разваренная, замечательная кровища. Не стесняйтесь никогда ее пробовать. Это, знаете, слегка пластилиновая недопеченка, назовем это так. По поводу каши у меня исключительно положительные отзывы. А самое, в общем-то, главное, я могу сказать следующее. Это сама по себе сытная вещь, да. Но если бы вот только это мне принесли, я бы такой сказал, ну да, интересненькая, симпатичная, хорошая такая кашка, все с ней в порядке. Немножко там, значит, утиной вот этой кровищи. Но в то же время, когда присутствует еще и вот такая дополнительная миска с реально хорошим мясом, а здесь вы видите, мяса достаточно много, ну вот в этой ноге не очень, а вот Роман пускай остальное мясо пробует пока, а потом кашку, то я могу сказать следующее. А вот это уже тогда получается полноценное блюдо, чему я несказанно рад, особенно в такую цену. Рома, обязательно попробуй соус. Сказать, что вкусно, ничего не сказать. Много его, конечно, не возьмешь, он достаточно острый. Но то, что там лемонграсс, острота, чили, по-моему, чили-кетчуп, чеснок, лук жареный, уксус может быть, сахар, конечно. Уже 8 ингредиентов, но, по-моему, там еще штук 5. Следующим у нас будет выступать салатик. По-моему, это самое дорогое на сегодня блюдо. А Роман пока у нас расскажет про кашу. Кстати, перцев дофига. Лайма, опять же, дофига. Трава присутствует. Рыбный, на удивление. Обычно это рыбный такой обычный здесь, а тут прям крутая бутылочка. Кетчуп и этот самый острый чили соус. Короче говоря, по поводу соусов в обычной вот такой забегаловке претензий никогда нет. Сейчас подумаем с Ромкой, что сюда напихать, Роман, про кашу. От каши я тоже офигел, потому что
Во-первых, за эту цену то количество мяса, которое они подают, каши, это очень много. Мясо очень вкусное, каша очень вкусная, сахар как сумасшедший они не пихают. В общем, это место, куда я точно буду заезжать часто. Ну вот видите, Роману прежде всего нравится, что вполне себе естественный вкус утки сохранен и не напихано в какие-то блюда, значит, либо в лапшу с супчика, либо в кашу какого-то дополнительного сахара. Не исключено, что люди, которые смотрят, они, в общем-то, с Романом солидарны. Я не люблю слишком много, когда сахара, но когда он в тему для усиления вкуса блюда, я никогда против него ничего не имею. Роман, давай перемешивать здесь и, может быть, какую-то остроту накидаем, лаймиком польем. Может быть, тот же самый соус сюда тоже подойдет. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Утка. Ну, на мой взгляд, конечно же, к сожалению, как всегда, вот нарублена вот этими кусочками, которые ты вынужден просто есть руками, ну, либо с использованием рук, да, то есть вынимая косточки изо рта. В данном случае, конечно, по-нашенски было бы классно, если бы здесь исключительно филешка какая-то присутствовала, чтобы этот салат можно было бы просто перемешать и подъедать. Под низом у нас что? Росточки, лук. Так, под низом у нас пока мясо. Это, конечно, здорово и хорошо. Так, я вижу банановые цветочки нарезки. Потом вот это я не знаю, что типа капуста какая-то, что ли? Но в основном это да, это цветок банана. Ага. Окей, просто я думал, если здесь будет много лука, я и буду использовать тогда рыбный соус. Если лука здесь практически нет, здесь вот морковь, да, присутствует, какая-то еще зеленюшка, можно, в принципе, просто лаймиком полить маленько, да и все. Перемешаем. И Роман себе уже положил небольшой кусочек. Острая. Это капец острый салат. Да. Ребят, это не для новичка острота. Я доложу так, потому что мы полили только лаймом, а самой по себе остроты там более чем достаточно. Что же касаемо самой утки. Давай кусочек какой-нибудь. Так, косточка не надо. Вот так. Вот мы сейчас, когда перемешали, вот эта утка, во-первых, лаймом политая, во-вторых, слегка пропиталась этой остротой, да и послевкусие от салата остроты осталось. Это другая немножко утка. Да, конечно, это ровно те же самые кусочки, которые шли к каше, но здесь они пропитались, и они здесь выглядят по-другому. Короче говоря, это вкусно, это остро, это необычно с точки зрения сочетания вкусов, потому что здесь очень много трав. Здесь и базилик, и где-то, может быть, мята проскакивает, опять же, арахисом посыпано. Мы еще лаймом полили, остроты прилично. Не для новичка этот салатик. Короче говоря, его можно смело разделить на нескольких людей, для того, чтобы, ну, одному не сильно-то проостриться. Вкусно? Вопросов нет. Стоит ли своих денег? А именно 90 тысяч донгов? Да без вопросов. Конечно же, да. Особенно мне понравилось, ну, мяса много. Салат вкусный? Да. Короче говоря, это здорово. Роман. И от салата я тоже в восторге. Не подойдет только тем, у кого есть аллергия на арахис, либо непереносимость остроты. А вот на мой вкус здесь все сбалансировано очень хорошо. По остроте, да, она мощная. Ну, остроту я люблю, мне подходит. И я пробовал без лайма, я себе отдельно положил. И на мой вкус туда вообще больше ничего не нужно. Там уже вот соусом заправлено. И все просто офигенно. А я утку вниз пропихиваю, там соки скопились, чтобы утка тоже чуть-чуть еще промариновалась. Поэтому не исключено, что перед тем, как этот салат подъедать, хорошо бы его перемешать, чтобы уточка дополнительно пропиталась. Честно говоря, вот несколько кусочков мы вот сейчас с Ромкой съели, уже червячка такого основательного подзаморили, поэтому я могу сказать следующее. Взял бы я один вот этот вот салат и наелся бы им? Да. Взял бы я один вот этот супчик и наелся бы им? Конечно же, да. Одну вот такую кашу дополнительно, вот это вот еще и мясо утки, конечно же, тоже бы наелся. Вот это вот шея, которая у нас шла, ну, знаете ли, как вот дополнительная, просто вот такой мясная составляющая, да, тоже можно взять.
Короче говоря, мы сегодня заказали, получается, на троих минимум, а если четверых, то не особо таких больших мясных едоков. На мой взгляд, этих денег, это даже смешно, но на 1000 рублей, когда 4 человека наелся, ребят. Ну это просто кайф. А что по итогу можно-то сказать? Да ни в коем случае, hello, мимо не проезжайте заведений, которые специализируются на каком-либо одном ингредиенте. В данном случае утка. У них всегда будет замечательный набор каких-либо блюд, а самое главное, недорогих. В основном, конечно же, они работают на вынос, поэтому заприметили такое местечко, погуляли по окрестностям, пошопились, зашли какие-нибудь шмотки купили и на обратном пути, перед тем, как вызывать таксишку в свой курортный район, зашли, купили с собой и в отеле уже значительно дешевле и вкуснее поели, нежели в соседнем от отеля ресторанчике. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока! Но это то, что нужно. Ну а мы сегодня засядем и все меню. Но мы сегодня засядем. Ну а мы сегодня засядем и, считай, все меню у них попробуем. По какую-нибудь подсъемочку, ну как обычно. Косточки. Так, куда мы их будем складывать? Вот сюда.